Как подключить электроплиту на 380 вольт? Кабель для варочной панели имеет 5 жил, а розетка рассчитана на 5-штырьковую вилку. Розетка с вилкой могут быть разных конструкций. Подключение электроплиты к трехфазной сети рассмотрю для двух вариантов вилки. Подключение необходимо проводить по схеме, которая обязательно есть в паспорте или на корпусе варочной панели. В данном случае нижняя схема – это подключение электроплиты к трехфазной сети. Если длина кабеля позволяет, то лучше подключение электроплиты сделать без розетки и вилки, так значительно надежней. Но если кабель, выходящий из стены, короткий, то можно подключить варочную плиту через силовую розетку с вилкой на ток 32 ампера. Подключение электроплиты обязательно следует начинать с отключения электричества. Начнем подключение трехфазной варочной панели с провода защитного заземления желто-зеленого цвета. На электроплите клемма заземления обозначена знаком заземления или надписью PE. На вилке заземляющий штырь тоже имеет знак заземления и всегда немного длиннее, чем остальные штыри вилки. Чтобы правильно подключить электроплиту, понадобится перемычка, идущая в комплекте с электроплитой. Ее устанавливаем так, как указано в схеме, между клеммой номер 4 и клеммой номер 5. Фабричную перемычку можно заменить самодельной, сделанной из такого же провода, которым делаем подключение электроплиты. Подключаем нулевой провод синего цвета к клемме номер 5. Можно его подключить к клемме номер 4, если вам так удобней. Оба эти варианта абсолютно равноценны. На вилке подключаем 0 к верхнему штырю. Подключение трехфазной варочной панели не может обойтись без подключения фаз L1, L2, L3 или, если вам больше нравится, фаз А, Б и С, что одно и то же. По схеме они подключаются к клеммам 1, 2 и 3 в произвольном порядке. На вилке подключаем фазные провода к 3 средним штырькам. Для другого варианта вилки подключение плиты 380 вольт выглядит так. В этой вилке штырь заземления расположен возле так называемого ключа, выступа на корпусе 0, левее и выше. Остальные штыри – это фазы А, Б и С. Теперь можно с уверенностью сказать, что знаем, как подключить варочную панель на 380.